Бурные течения горных рек – это стихия Аляпки. Аляпка заходит в бурлящие потоки, как к себе домой. Любители сплава по порогам шумных рек наверняка знакомы с этой бесстрашной птичкой. Но жителям равнин об Аляпке обычно приходится узнавать только из книг или документальных фильмов. Всем привет, друзья! Меня зовут Василий Вишневский. Я родился на берегах Суровки и Прони в Рязанской области. Поэтому я, как и многие зрители моего канала, долгие годы не был знаком с птичкой-водолазом. Аляпка – это коренастая птица размером со скворца. Ее еще называют водяной дрозд или водяной воробей. Впрочем, и домовый воробей, и полевой заметно меньше аляпки. А главное, отношения с водой у воробьев сугубо гигиенические. И если ареал, например, домового воробья выглядит как сплошное пятно, то распространение аляпки привязано к рекам и ручьям с быстрым течением. Места обитаний этой любительницы подводного плавания хорошо повторяют на карте основные горные массивы восточной половины Евразии. Любители птиц центральной части европейской России в большинстве своем лишены удовольствия наблюдать аляпку. Поэтому неудивительно, что в феврале 2020 года, когда аляпка задержалась на бурных водах Пахры в Подольске, десятки фотоохотников и птичеров пришли на поклон к редкой гостье. Невзирая на погоду, аляпка после нескольких согревающих приседаний ныряла в мутную воду Пахры. Вскоре она возвращалась с добычей, но расправлялась с ней так стремительно, что понять, кого она поймала, было невозможно. Даже видеосъемка с частотой 180 кадров в секунду не сильно спасала ситуацию. Впрочем, очевидно, птица доставала каких-то беспозвоночных. В зимнее время незамерзающие ручьи и речки – это главное место кормежки аляпки. Летом она может кормиться на суше, чаще на берегу. А вот зимой без воды аляпке-водолазу не выжить. Большинство птиц ведут оседлый образ жизни, но часть особей осенью-зимой может кочевать, и тогда они встречаются за пределами гнездового ареала. Видимо, так и произошло с аляпкой, задержавшейся у плотины на Пахре в Московской области. Мокрый снег и бесславные атрибуты цивилизации никак не смущали закаленного танцора. Снежная крупка даже явно вызывала гастрономический интерес. Может, она напоминала рыбью икру, которой аляпка иногда угощается. Но снегом сыт не будешь, и поэтому скоро аляпка снова отправлялась в гости к водяному. Находясь под водой, аляпка таким образом расправляет крылья, чтобы поток воды прижимал ее ко дну. Цепкие ноги дополнительно облегчают задачу удержания и продвижения против течения. Использование крыльев в качестве лопасти для маневров позволяет назвать аляпку пресноводной коллегой пингвинов. Те тоже используют крылья для подводной охоты. Пингвины Гумбольдта обитают на западном побережье Южной Америки, а потому, хотя и привыкли к прохладной воде, но если температура воздуха ниже 10 градусов по Цельсию, они обычно предпочитают оставаться на берегу.
Для Аляпки мороз вообще не причина для отказа от водных процедур. Наоборот, в холода возрастает потребность в питании. Танцуй, не танцуй, а нырять придется. На зависть дайверам гидрокостюм у Аляпки почти непромокаемый. Жировой секрет копчиковой железы позволяет перьям легко отталкивать воду, сохраняя тело птицы сухим и теплым. Под водой Аляпка может находиться недолго, обычно около минуты или меньше. Для того, чтобы всплыть, ей достаточно расслабиться и прижать крылья к телу, а уж вода скоро выбросит птичку на поверхность, как поплывок после неудачной поклевки. Если Аляпка оказалась на поверхности без добычи, то, не возвращаясь на базу, она может тут же снова нырнуть, чтобы продолжить подводную охоту. Ну а в случае удачи пернатый ныряльщик без труда взлетает с воды, чтобы на какой-нибудь присаде за пару секунд расправиться с уловом. Для полноценного отдыха Аляпка использует укромные уголки берега или нишу под мостом. Кстати, в таких труднодоступных местах, под обрывом, а то и за стеной водопада, Аляпка прячет свое гнездо. Яйца у Аляпки белые, как и ее манишка, поэтому неудивительно, что она старается спрятать кладку как можно лучше. В норме гнездо представляет собой шар со входом сбоку. Открытые постройки – это исключение. Похожее шарообразное гнездо делают, например, крапивники. С гнездовой жизнью этого юркого соседа Аляпки мы еще в будущем познакомимся более подробно. А вот чтобы найти и запечатлеть жилое гнездо Аляпки, уже нужно ехать в специальную экспедицию на Урал или на Кавказ. Поддержать мои поездки по России и в целом работу над новыми фильмами можно по реквизитам в описании канала или на Бусти. А мы возвращаемся к Аляпке. Рекорд пребывания Аляпки под водой 50 секунд, но чаще птичка управляется за полминуты или вообще за 5-10 секунд. При долгих погружениях Аляпка может преодолеть под водой расстояние до 20 метров. Конечно, бурные течения вносят корректировки на дальность заплыва. Под водой Аляпка может ловить и тех, кто проносится мимо, и тех, кто прикреплен к субстрату. Клюв будто немного задран вверх. Этим клювом, как монтажкой, Аляпка переворачивает небольшие камешки и достает личинок ручейников, других насекомых или рачков. Самое невероятное в поведении Аляпки – это как бесстрашно она шлепается в воду, словно круглый камешек. Отсюда, скорее всего, и происходит смысл имени птички. Например, в Архангельской области раньше ляпом называли деревянную колотушку для глушения рыбы. Также ляпки – это грузила для рыбалки и камешки, запускаемые в воду. Кроме того, слово «ляпка» означает брызги, ком, блин и то, что наляпано. Тут уместно отметить и белую ляпку на груди Аляпки. Но мне кажется, что Аляпка происходит от глагола «ляпать». Смысл этого слова хорошо передан в этимологическом словаре Преображенского. Ляпать – это не только пачкать, но и ударять, хлопать, бросать что-либо. Вот и Аляпка бросается без оглядки в пучину вод на наше с вами изумление и погибель бесчисленных личинок дракообразных мелководья. Друзья, желаю вам такой же энергии и уверенности в своих силах, какими обладает скромный герой сегодняшнего фильма. С вами был Василий Вишневский. Спасибо за вашу отзывчивость. Всем пока, всем добра.